Вы верите в Бога? Это риторический вопрос, можете не отвечать. Но если он существует, что если он не любит вас? Не просто забыл или игнорирует, а презирает, желает вам боли, хочет видеть, как вы страдаете. Именно это происходит со мной. В один момент все изменилось. Мир, который я знал, исказился. Я слышу голоса, вижу вещи, которых не должно быть. Бог здесь. И Он не любит меня. Я не знаю, что я сделал, но Бог не любит меня. Прошу, не надо. Пожалуйста, уйди. Это был всего лишь сон. О, да более какой-то уж реалистичный. Ну ладно. Пойду умоюсь хотя бы. Мод, с которым мы сегодня будем играть, добавляет новое существо, наблюдающее за нами с неба. Он видит все, что мы делаем, каждый выбор, который мы сделаем. Но не нужно его бояться, пока мы хорошие, это не причинит нам вреда. Он просто спокойно наблюдает сверху. И если вы будете продолжать поступать правильно, он может даже вознаградить вас чем-то особенным. Но будьте осторожны. Одно плохое решение, и эта далекая фигура в небе может стать вашим самым страшным кошмаром. Сам мод включает в себя 24 события, а Бог неуязвим. И если ваша карма будет слишком мала, вы не сможете убежать за счет потери права на жизнь. В этом моде ваша карма зависит от ваших действий. Вы можете заработать карму, убивая враждебных мобов. Но это не так уж и просто. Искупить свои грехи гораздо сложнее, чем совершить их. За каждого враждебного моба, которого вы сможете победить, вы получите 1 очко кармы. Но будьте осторожны. Если вы убьете что-то, что не является враждебным, вы потеряете от 1 до 15 очков кармы, в зависимости от существа. Каждый выбор имеет значение. Станешь ли ты героем или пойдешь во тьму? Существо в небе всегда наблюдает. Ну, посмотрим, что из себя представляет этот боженька. Итак, ну мы снова заспавнились в мире. Что могу сразу подметить? Меня пугает то, что как только зашел, мне написало то, что я присоединился к игре. Хотя, как я помню, в обычном заходе такое не пишется. Так что нас будет поджидать что-то интересное. А может быть и не будет. А помимо модификации на бога, я еще установил чудеснейший просто мод, который называется The Broken Script. Сборочка, как понятное дело, у меня в телеграм-канале. Телеграм-канал в шапке профиля. Так что, если вам интересно, то можете зайти и скачать эту сборку. Честно говоря, я уже не знаю, чего ожидать, потому что я уже ранее играл в хоррор-сборку. Там не знаю сколько месяцев назад, но это мое самое первое видео. И честно сказать, это просто черти что и сбоку бантик. Там абсолютно ничего не было интересного. Да, поначалу было стрёмно, там что-то орало, там, но постоянно кто-то спавнится, постоянно кто-то там на тебя смотрит, и к этому просто привыкаешь. Но здесь, как я понял, я еще не смотрел, что из себя представляет The Broken Script, но говорят то, что, ну, страшненько очень. Вот, я очень сильно хочу себе пощекотать, так скажем, нервишки. Забыл сказать, когда вы зайдете, у вас не будет в левом верхнем углу значок кармы. Чтобы его включить, вам необходимо прописать такую команду, которая называется karma bar true. Вот, мы ее прописываем, и это наша карма. Вот, допустим, мы сейчас убьем корову. Как мы видим, карма у нас ухудшилась. Какая-то слишком приятная музыка. Вам так не кажется?
Смотрите, я убил, ну, пару коров, у меня уже карма просела на 14 единиц. И на деле, чтобы ее восстановить обратно, мне нужно убить примерно 14 зомби, скелетов. Так что с этим нужно быть поаккуратнее. Вот. Также в этой сборке присутствует мини-карта. Ох ты, что мы увидели! Ну ладно, я не думаю, честно говоря, что на эту сборку необходима карта. Да, вообще должна быть ванильная. Но все равно это уже кому как по желанию. Но все-таки благодаря ней мы только что увидели. Точнее, не то, что увидели, мы ее ранее увидели, а просто убедились в том, что здесь очень такие хорошая генерация. Только что заметил, что у меня не было записи. И все, что я говорил, оно пропало. Ну, толком ничего мы и не потеряли. Ну, пару минут всего лишь. Моя цель это все-таки достигнуть нуля кармы, посмотреть, что будет, и как-то максимально разнообразить этот процесс до этого события. Мне показалось? Или это деревня? Угу. Ну, конечно, показалось. Ты что, думаешь, сразу деревню найдешь? Да, конечно. Ну, кстати говоря, заметьте, за барашков снимают меньше кармы. Так что выгоднее убивать овечек, чем коров. Курочки. За сколько за курочку снимают? Тоже одну очку. Ну, курочек надо обязательно переплавить. Пережарить, точнее переплавить. Ну, начинаются уже какие-то странности. Появился факел. Кстати говоря, шахта. Давайте все-таки в нее спустимся. Видеть бы что-то, ёб твою дивизию. Слушайте, может взять тот красный факел, типа. Пожалуй, я так, пожалуй, сделаю. Ну ладно, уголь. Спасибо, боженька, что типа дал мне уголечек, чтобы я хоть что-то видел в шахте. Честно говоря, мне так кажется, что мы тут ничего интересного не найдем. Ну, да, совершенно верно. Но я бы не хотел оставаться в таких маленьких пространствах, потому что тут как бы напрягающая сборка, а почему так темно? Стрёмно выглядит. Ёперный балет. Да, на деле тьма тьмущая, вот мы просто смотрим куда-то прямо. Единственное, что меня успокаивает, что у меня в комнате есть освещение. Если бы я играл в 2 часа ночи, я бы уже вышел. Ладно, давайте для более иммерсивного взгляда на эту сборку я у себя выключу везде свет. Ну, я думаю, здесь придется все-таки использовать карту. О, деревня, чудненько. Давайте на нее поставим метку. Не скажу, что это честно, но согласитесь, передвигаться по такой темноте, куда попало, не самый лучший вариант. Так что давайте все-таки мы перекусим и будем выдвигаться к деревне. На деле может быть все что угодно. Такая тьма, что рядом с собой ни хера не видно. И пугает то, что абсолютно нету никакого звука. Вон там паучок. Вот, скелета. Давайте попробуем убить скелета, посмотрим, сколько нам дадут кармы. Карму добавили всего одну. С одной стороны, это плюс, потому что тут такая тьма, потому что нагнетающая обстановка. С другой стороны, это минус, потому что я все-таки играю в это, чтобы напугать себя. Пока что и модификации не нужно, чтобы напугать себя. Вот эта деревня, да, это... Я не хочу повторять свои ошибки, и в церкви я не буду. Ну, хотя, может быть, как раз-таки эта сборка про Бога, может быть, и поселиться в церкви, это будет максимально логично. Будем жить в этой церкви. Охренеть! Это реально какая-то херня ко мне присоединилась. Хотя бы могу спать. Звук происходил оттуда. Давайте, пожалуй, облутаем эту деревню и посмотрим, что у нас здесь есть интересного. К сожалению, один житель не смог пережить. Но вот это существо, которое к нам подсоединилось, мразь какая-то противная, не дает мне покоя. Особенно, когда такая тишина.
Чего, блядь? Камеру дернула. На деле это все в моей голове просто. Этого всего не существует, это просто полный бред. Кстати говоря, лучшие друзья. Вы понимаете, то, что это реально лучшие друзья, типа Петька и Верстак, вот. Мне нравится то, что оно вроде бы обычный Майнкрафт, а вроде бы какая-то мразь носатая. Постоянно ставлю факелы. Не-не-не, факел я оставлю. Факел это мой самый лучший друг в этой сборке будут. Так, пора бы найти уже шахту. Ну, долго за шахтой мне пришлось идти. Ух ты, иди же, посади же. Аметисты, неплохо. Хороший сид для... Ловлю флешбеки какие-то, ладно. Блядь, куда я копаю? Нубик в Майнкрафте. В этой сборке чувствую себя Димой Масленниковой, который снимает Ghostbuster какой-то. Ох, блядь, подожди, а я запомнил, где моя деревня? Так, давайте уже все-таки сделаем маленький перевал. Уголь. Уголь, наконец-то. Вариантов немного, где оно может быть. Первым, что я делаю, это не инструменты, это броню, чтобы хоть как-то чувствовать себя в безопасности, потому что, сука, такие сообщения, да, наводят небольшой ужас. Знаете, с освещением как-то поприятнее. Уже неприятно. Ты ведьма конченая. Сука, а? Мразь такая, а? Я получил благословение от Бога. За то, что у меня такая хорошая карма. Он... А где? У меня боженька забрал глаз Эндера. Мы выбрались. Но в какой стороне находится деревня? Вот и деревня. Сука. Сука. Так, снова в храм, снова в храм, снова в храм, храм, нужно в храм. Все, иди нахер отсюда. Сука. Вот это у меня мурашки по коже пошли. Это пиздец. Я бы, знаете что? Что бы я сделал с этой деревней? Я бы ее осветил полностью. Мне не нравится все-таки этот житель. И просто закройте глаза. Ладно. Священник пускай будет. Да что ты головой махаешь? Ты будешь. Даже готов я смириться с тем, что у него такой противный звук работы. Я же могу тебя выставить за дверь просто. Я могу тебя поселить в соседний дом вообще. Как ты смотришь на это? Будешь моим соседом. Окей. Давайте приступим уже к освещению. Я бы осветил изначально все издалека, потом уже заходить вглубь, уже вечером. Обязательно я хочу осветить этот пирс, потому что если какая-то мразь будет на этом дряхлом пирсе, оно меня очень сильно напугает. Так бы я хотя бы его увижу. Кстати говоря, походу хватило на всю деревню. Я не ошибаюсь! В меня только что ударила молния. И ты не поймешь,
на 100%. Боженька ли это? Или что-то еще? Все. К счастью, мне факелов хватило, чтобы полностью осветить всю деревню. Ну, план сегодня выполнен. Уже скоро будут сумерки. Честно говоря, не знаю, чем заняться. Стрёмно, очень стрёмно. Я бы провел бы ночь тогда в шахте. Почему бы и нет? Может быть, найти алмазы, а это уже выход к Нижнему миру. Так, и для моего проектора мне нужно выкопать... Так, подожди. Нет, 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 нет! Что ты тут забыл? Как ты сюда провалился? Давай я тебе помогу. Молодец какой, молодец. Пожалуй, тоже пойду. Как раз таки посмотрим, насколько хорошо я осветил деревню. Ну, слушайте, без факела уже можно передвигаться. Видно границы и видно, что дальше. Так, ладно. Я все-таки вернулся за едой, потому что я понимаю, то, что я совершил глупость. Так, накопаю, пожалуй, 2 стака для начала. Дальше уже разберемся. Люблю копать узорами, оно так успокаивает. Как раз таки я делаю добро. Сука, да почему мне так... Почему меня в дрожь кидает, а? Почему меня в дрожь кидает, когда тут хожу? Это же обычный Майнкрафт. Тут ничего такого. Даже тут не осветил, блядь, ёбаный в рот. Накопал я 2... Так! Что? Нет, нет, но это... Но это точно необычный звук. Это точно необычный звук. Здесь очень бы помог реплей мод, но у меня его нету. Было бы неплохо отстроить, например, в этом озере башню, и наверху этой башни уже можно целиком смотреть за обстановкой и смотреть, что происходит вообще. Или на кого-то смотреть. Так, ладно, давайте уже приступим. У нас в итоге получилась такая платформа. Осталось только на углах вот так вот поставить вот эти блоки. Давай даже из эндезита поставим. Можно даже, знаете как, можно встроить вот сюда. Вы не представляете, как меня кидают в дрожь такие сообщения, потому что стечение обстоятельств мы делаем базу наверху, чтобы к нам не смогли пробраться, так скажем, какие-то мрази тупорылые. И у нас спрашивают, почему. Неплохо, неплохо. Может быть, стоило поднять это... Ух ты, господи. Да, можно сделать по этажам. То есть можно еще спуститься вниз вот так вот. И сделать уже окошко такие, когда будет реально стрёмно. Можно будет спуститься вниз или наоборот только поднять. Я совсем забыл то, что я поставил в сети. Черт. Я просто потратил зря лишнее время, пересматривая материалы. Да, есть участки, которые я не смог осветить, но в целом всю деревню видно. И я очень надеюсь, что я не слепой, и на меня никто не смотрит. Обязательно, обязательно факел, и я пойду дальше копать материалы для своей базы. Как бы мне не хотелось, но я выхожу посмотреть, что это, твою мать, было. Всё. Нормально. Из-за этой паранормальщины ты себя больше накручиваешь, ты больше поддаешься сомнению, ну, а это точно издал звук я. Вот, например, я сейчас слышу, что будто бы со мной кто-то рядом тоже копает. Ну не то, что копает, а идет просто. И это реально пугает.
это пугает по-особенному. Понимаете, я специально записываю вечером, чтобы быть немного подуставшим, может быть, невнимательным. И когда, ну, реально уже тьма на улице, типа. Так что эффект от всех этих модификаций лучше всего образовывается вечером или еще лучше ночью. Ночью два варианта. Или тебе максимально плевать на все происходящее, или тебе максимально стрёмно. Как раз таки рассвет. Удачно я выбрался. И, блин, я хочу на это посмотреть свысока. Чувствую себя как в безопасности будто бы. Не так уж и стрёмно. Уже начинаешь потихоньку привыкать. Но меня не успокаивает одно. Меня давно не пугали. Итак, материалы на второй и даже третий этаж я накопал. И давайте я продолжу стройку своей базы. И здесь уже можно поставить из 2 блоков. На меня наложили тошноту. На деле это не так уж и стрёмно. Знаете, такие одинокие деревья, они пугают. Они реально пугают, потому что из них может кто-то выглядывать. Или наоборот такая роща. Со мной делают ровно ничего. Я устал ждать, когда меня напугают. Да, может быть, я зря такое говорю. Скорее всего, зря, да. Теперь, когда у меня даже есть крыша над головой, и я думаю сделать еще третий этаж, то есть это будут этажи, так скажем, моего страха. Первый уровень это когда я хочу посмотреть страху прямо в глаза. Прикольно я придумал. И здесь я толком никак, ну, не защищен. То есть стен нету, я могу упасть. Нету крыши, стрёмно, может быть. Ну, вообще, по лору, да. За нами наблюдают еще сверху. Потом, когда я понимаю, что стрёмновато, я могу опуститься сюда. Здесь у меня уже будут, так скажем, мои ресурсы. Давай я их сложу. Теперь я хочу сделать третий этаж, когда мне будет максимально стрёмно. Будут всего 4 окошка, вот такие вот. Блять. Пугает. Угу. Есть идея, кстати говоря, как полностью закрыться. Уже темнота. Вот так вот. Это просто гениально. Хочешь — смотришь, не хочешь — не смотришь. Я сейчас так сделаю. Господи, как мне стрёмно ночью. Вы не представляете. Все. У нас уже какой день? Какой у нас день? 4-й день. Мы отстроили у себе воздушную такую... Не то что воздушную, а просто крепость. Мы наблюдаем за деревней. Мы ее осветили. Но я все так же не отменяю возможность жить в церкви. Ну, по канону, типа. Ты понимаешь, что ты вот... Ты стоишь, пытаешься всмотреться во тьму, но ты ничего не видишь. Но потом однажды, когда ты все-таки сможешь увидеть то, чего ты не хотел увидеть на самом деле, тогда я пойму, что это точка невозврата. Ходят големы, и очень успокаивает это на самом деле. Этот уже поломанный. Этот новый. Даже если там что-то и заспавнилось под этот звук, мы ни хера не видим. Это паук. Это паук. Это паук. Все. Так, ладно. К черту. Это все. Я хочу спать.
Я не могу спать. Игра заставляет меня... Мне послышалось? Может быть, просто надо вернуться вот так вот обратно? Нет. Сука. Я хочу... знаете, экшена в своей жизни мне не хватает. Так, топором буду отбиваться. Я буду стоять на самой опасной точке просто своего здания. Это облако всего лишь. Мне написали. Мне написали. Ну, пускай пишут. Я не против, пишите мне. Нет, мне не написали. Вход в аккаунт. В смысле? А, это не мой аккаунт, все. А вот этого я уже никак не мог воспроизвести. Что? Что добавилось? Что сломалось? Кто сломал? Зачем сломал? Все на месте. Это кто-то что-то сломал. Скоро уже будет утро. Честно говоря, жду не дождусь. Я понял, короче, здесь вообще темнота. Здесь вообще не актуально что-то смотреть. Я понял, нужно очень много факелов, чтобы это все сделать. Вот и будет рассвет. Все, рассвет, давай. Господи. Как красиво теперь. Я вижу зеленый цвет. Какой красивый зеленый цвет. Какой красивый этот лес на самом деле. Сука. Это... Честно, это, наверное, лучший мод, который с которым я когда-либо играл. Ты захотел пощекотать себе нервишки? У тебя это получается на все 120%. Ночью действительно не хочется выходить, а не то, как сиреноголовый там ходит. На тебя кто-то смотрит постоянно. Именно постоянно. Но вот это... Я теряю время, мне нужно что-то делать, но это мы уже будем делать завтра. После такого не хочется просто дальше играть. Я добился своего, я не хочу уже в это играть. Вот так вот уже выглядит наша база. Кстати говоря, не так уж и плохо. Я думал, будет хуже. Мы так вот сделали такой переходик приятненький. Тут деревяшки, такой полупотолок у нас, полублок. Все, пора заканчивать. На сегодня уж точно. Что могу сказать? Это было действительно страшно записывать эти 4 дня. Вы думаете, я на этом остановлюсь? Нет. Продолжение будет. Спасибо большое, что досмотрел этот видос до конца. Если тебе понравилось это видео, то почему бы не подписаться и поставить лайк? Напиши свои идеи для следующего видео в комментариях. Не забудь посмотреть мой предыдущий видеоролик. Я тебя жду.